Глава 591. Талисман подчинения духа. Хан Ли взглянул на костяной ящик, но не стал брать его. С равнодушным выражением он спросил, что вы имеете в виду, он не собирался соглашаться, не зная, в чем дело. Краснолицый старик глубоко вздохнул и сказал, вам незачем слишком беспокоиться об этом. В этом ящике находится метод создания одного из защитных талисманов нашей секты, талисман подчинения духа. Изначально только у мастера секты был доступ к нему. Я хочу только одного, чтобы вы, господин Хань, вернули от моего имени этот метод создания талисманов. Я не хочу, чтобы он навсегда пропал из моей секты. Сказав это, старик слегка приоткрыл ящик. На лице Хань Ли появились следы колебаний, талисман подчинения духа. Поскольку этим методом мог обладать только мастер секты, значит ли это, что вы, старик, честно признался? Не буду отрицать, я 57-й мастер секты Небесного Талисмана, маленькой умирающей секты из провинции цветочных облаков государства Цинь. Да, это довольно смешно, что культиватор заложения фундамента был мастером секты. Странное выражение на мгновение появилось на лице Хань Ли, и он нахмурился. Спустя мгновение он взглянул на старика и медленно проговорил, талисман подчинения духа, безусловно, должен быть уникальным, учитывая, что только мастер секты мог его изучать. Господин Юн не боится, что я тоже узнаю его. Более того, хотя я наслышан о вашей стране, я никогда раньше там не был и не знаю, смогу ли попасть туда. Не кажется ли вам, что вы слишком торопитесь? Когда краснолицый старик услышал вопросы Хань Ли, он совершенно не удивился, а вместо этого ответил с благородным выражением на лице. Поскольку я даю этот предмет вам, я уже решил, что вы можете изучить этот метод в качестве оплаты за мою просьбу. Честно говоря, я не уверен, что вам будет интересно изучать его. Хотя метод создания талисмана подчинения духа передавался из поколения в поколение, сам талисман изготавливали всего несколько мастеров. Он просто продолжал передаваться, несмотря на то, что никто больше использовал его. Поскольку моя секта уже значительно ослаблена, этот талисман будет только сентиментальной мечтой. Что касается того, может ли брат Хань прибыть в государство Цинь, это не имеет большого значения. Я буду спокоен уже тем, что наследие моей секты не исчезнет из мира культивации. Даже если метод создания талисмана так и не удастся вернуть в секту, будет уже лучше, если он сохранится у вас. Когда я встречусь с предыдущими мастерами секты в подземном мире, у меня хотя бы будет одно оправдание, с горькой улыбкой на лице проговорил краснолицый старик. Когда Хань Ли услышал это, он был несколько ошеломлен. Мастер секты Небесного Талисмана искал успокоения. Казалось, что обмен был односторонним в пользу Хань Ли, и что он при этом не нес никаких потерь. Если бы он не смог попасть в государство Цинь, то он был не обязан возвращать этот метод. Но если бы он смог посетить эту страну, то доставить его не было бы большим трудом. Более того, казалось, что талисман подчинения духа был довольно чудодейственным талисманом, раз его было так трудно сотворить. Это сильно заинтересовало Хань Ли. Согласно его обширному опыту, помимо широко распространенных талисманов 5 элементов, были талисманы с непостижимыми и экстраординарными эффектами, известными как тайные талисманы. Эти тайные талисманы нетрудно было отличить от талисманов 5 элементов. Кроме того, у каждой секты был свой уникальный метод создания собственного тайного талисмана, что чрезвычайно затрудняло их копирование. Например, когда старейшины Дворца Звезд чуть не убили его при партизанской атаке Небесного Зала, они использовали талисман воплощения. Затем они использовали талисман перемещения, чтобы сбежать из Небесного Зала. Разумеется, талисман воплощения стоил гораздо больше, чем талисман телепортации, несмотря на то, что они оба были тайными талисманами. Немного подумав, Хань Ли взял ящик из костей без каких-либо дальнейших колебаний и торжественно сказал, «Я могу только пообещать, что сделаю все, что будет в моих силах. Господин Юн не должен ожидать слишком многого». «Хе-хе, это прекрасно. Я уже благодарен вам, брат Хань». Краснолицый старик несколько раз отблагодарил Хань Ли и, сказав ему еще несколько слов на прощание, поспешил уйти. Хань Ли стоял у входа в здание, наблюдая, как старик уходил, а затем несколько раз повертел ящик в руках. Казалось, ящик и в самом деле был сделан только из костей. Мэйнин, которая молча стояла позади него, спросила, «Я первый раз слышу о талисмане подчинения духа, неужели он настолько мощный?» Хань Ли улыбнулся Мэйнин и сказал, «Я не знаю, но я считаю, что он, по крайней мере, необычен». Сказав это, он закрыл дверь, сел за стол в комнате и стал рассматривать каждую из костей. Окинув ящик взглядом, Хань Ли воскликнул от удивления. «Что? Какие-то проблемы с ним?» Мэйнин села напротив Хань Ли и с любопытством взглянула на него. С тех пор, как они поцеловались, они стали ближе друг к другу, и их первоначальная неловкость исчезла. Ничего. Просто материалы, необходимые для его создания, действительно экстраординарны.
Неудивительно, что секта Небесного Талисмана не решилась создавать этот талисман. Просмотрев все кости, он небрежно закрыл ящик из костей. Мэйнин полюбопытствовала, что же это за материалы такие. Хань Ли схватил костяной осколок и улыбнулся, сказав, большинство из них довольно обычны, хотя их и нельзя заполучить в большом количестве. Но есть один необычный материал, который нельзя купить за духовные камни, это душа демонического зверя стадии метаморфозы. Ну что, достаточно необычно, душа демонического зверя на стадии метаморфозы. Мэйнин ахнула от изумления. Однако таинственное выражение Хань Ли, когда он схватил костяной осколок, полностью исчезло. С наступлением ночи Хань Ли и Мэйнин покинули деревню, не уведомив никого, к большому удивлению жителей деревни. Хань Ли обнаружил, что стоит на еще одной куче камней, глядя на желтую пустыню перед ним. Поднявшись, Хань Ли и Мэйнин направились к ближайшей деревне. Планы Хань Ли были довольно простыми — найти старшего брата Мэйнин. Если бы он был жив, его наверняка можно было найти в другой деревне. Затем они могли отправиться в гору штормового ветра. Мэйнин считала, что этот план был разумным и следовала за ним без жалоб и упреков. Затем в мгновение ока они исчезли в бесконечном песке. На просторах кроваво-красной почвы стояла дюжина молодых мужчин и женщин в серой одежде с костяными копьями в руках. Они осторожно поднимались вверх по высокой насыпи и медленно окружали ее. На вершине холма было много зеленых зверей с короткими и толстыми шеями, которые в настоящее время свернулись в клубок и спали. Это были призрачные звери, которые назывались нефритовые инжабы. У них были маленькие тела, покрытые бородавками. Хотя на первый взгляд казалось, что они выглядели как обычные земные жабы, только чуть большего размера, это были одни из немногих призрачных зверей, пригодных в пищу для людей. Люди, естественно, охотились на нефритовых инжаб, чтобы облегчить нехватку продовольствия в их деревне. Действия группы были проворными и тихими. К тому времени, когда они полностью окружили жаб, те внезапно открыли свои красные глаза и увидели людей примерно в 100 метрах перед собой. Вперед! Как только раздался этот крик, в жаб мгновенно метнулось около 10 сверкающих белых костяных копий. В результате большинство нефритовых инжаб отскочили, и только двое попали под шквал копий. Тем не менее, эти двое были самыми энергичными из жаб, и им удалось уклониться, в результате на их спинах остались только царапины от копья. Нефритовые инжабы были одними из самых слабых из призрачных зверей. Помимо того, что они могли выплюнуть несколько глотков иньцы, у них больше не было других мощных атак. Тем не менее, они невероятно хорошо прыгали, что помогало им избегать опасности с поразительной эффективностью. Остальные две нефритовых инжабы глубоко вздохнули и выдохнули большие облака черной иньцы. Затем они подпрыгнули на 25 метров вверх и прорвали окружение. Хотя группа продолжала свои копья, они были явно слишком медленными и не могли догнать жаб. После того, как две нефритовые инжабы отскочили на некоторое расстояние, в их направлении вспыхнула вспышка лазурного света, в результате чего обе жабы упали на землю, высунув язык. Зеленая кровь окропила красную землю. Эта сцена удивила охотников. Глава 592. Поглощение душ. С порывами ветра из трупов призрачных зверей вылетело две лазурные полоски света и выстрелило в сторону. Затем на поверхности холма появились мужчина и женщина, одетые в синюю звериную кожу. Мужчина выглядел совершенно обычно, а вот женщина могла своей красотой растопить любой лед. Этими двумя людьми были Хань Ли и Мэйнин. Хань Ли держал в руке два кинжала, длиной в несколько дюймов. У них обоих на рукоятках была намотана полупрозрачная нить, которая, казалось, была сделана из тонкого сухожилия зверя. Хань Ли подошел и взглянул на трупы призрачных зверей, а затем взглянул на толпу молодежи. Он улыбнулся и любезно проговорил: «Надеюсь, вы не обижаетесь. Я увидел, что две нефритовых инжабы собираются сбежать, поэтому я не мог не принять меру. Однако они меня совершенно не интересуют, я бы хотел задать вам несколько вопросов». Один из старших членов группы проговорил с подозрением в глазах: «Вам действительно не нужны звериные туши?» Очевидно, он был лидером этой группы молодежи. Хань Ли подтолкнул труп зверя ногой и утвердительно проговорил: «Конечно, нет. У меня много еды». Хотя мужчина почувствовал, что это было несколько странно, но он решил, что ему нечего терять и, в конце концов, кивнул головой: «Хорошо, спрашивайте». Хань Ли кивнул, довольный его тактичным ответом, и спокойно спросил: «Вы чужеземцы?» Мужчина нахмурился и ответил: «Верно. Мы жители деревни Красной Почвы». «Это хорошо. Мы прибыли сюда, чтобы расспросить вас. За последнее время были ли в вашей деревне новоприбывшие? Мы ищем кое-кого».
Спустя мгновение он сказал: «Новоприбывшие». Никого. Однако, после появления последней пространственной щели, мы заметили несколько останков мужчин и женщин в логове призрачного зверя. К тому времени, как мы обнаружили их, от них не осталось ничего, кроме костей. Стоя за Ханли, Мэйнин поморщилась и спросила: «Только кости? За прошлой миссией они с Ханли уже посетили 3 деревни». Хотя им удалось обнаружить несколько культиваторов, которые едва смогли выжить в пространственной щели, не было никаких следов ее брата. Увидев, что Ханли только хотел найти кого-то, мужчина расслабился и открыто проговорил: «Верно. Мы похоронили их останки, но у нас мы сохранили их вещи. Они в деревенском складе. Хотите взглянуть?» Ханли взглянул на молчащую Мэйнин и кивнул: «Это было бы неплохо. Нам придется вас побеспокоить. Если там будут вещи ее брата, то мы сможем закончить наши поиски. Так что мы должны это проверить». Позвав остальных, чтобы те разобрались с трупами жаб, он дружелюбно обратился к Ханли: «Хе-хе. Судя по вашему тону, вы очень вежливы. По вам сразу видно, что вы не здешние. Вы совсем недавно прибыли на эту землю», — Ханли улыбнулся в ответ. Затем они вместе с Мэйнин прошли несколько километров за группой, прежде чем оказались в незнакомой деревне. Эта деревня была намного меньше, чем остальные. Хотя вокруг нее тоже были каменные стены, они были всего лишь около 20 метров в высоту и выглядели довольно изношенными, словно никто не следил за их сохранностью. Судя по размеру деревни, казалось, что там было всего около 100 жителей. Войдя в деревню, лидер указал на относительно большую каменную комнату и извиняющимся тоном сказал 2 культиваторам самим отправиться в здание. Поскольку трупы животных были важнее, жителям деревни нужно было разобраться с ними в первую очередь. Ханли не возражал против этого и произнес несколько слов благодарности, а затем направился на склад вместе с Мэйнин. Ханли взглянул на разорванную, окровавленную одежду и с легким удивлением спросил: «Она действительно принадлежала твоему брату?» Ханли действительно не ожидал, что, как только они войдут, Мэйнин сразу же обнаружит остатки брата. Ее лицо тут же побледнело при виде них, а глаза наполнились горестью. Мэйнин уставилась на остатки с красными глазами и пробормотала: «Разве я могу ошибаться? Я сама сшила их ему. На сумке для хранения есть символ нашей секты». Ханли не знал, что сказать, чтобы утешить ее. Он легонько погладил ее по плечу и вышел со склада. Он знал, что ей лучше сейчас побыть наедине. Как только он вышел, со склада послышались слабые всхлипывания. Ханли глубоко вздохнул и уставился в небо. Спустя некоторое время Мэйнин вышла со склада с опухшими глазами. Она спокойно проговорила: «Идем. Поскольку мы нашли моего брата, нет необходимости посещать другие деревни. Пойдем прямо к горе штормового ветра». Казалось, она подавила боль от потери брата. Ханли спокойно ответил: «Прежде чем мы отправимся на гору штормового ветра, я должен сделать кое-что. Мне нужно приобрести несколько драгоценных камней из призрачных зверей». Мэйнин была ошеломлена на мгновение, а затем спросила: «Драгоценные камни из призрачных зверей? Зачем они тебе? Их достать довольно сложно. У меня на это есть свои причины. Я считаю, что во всем мире только в призрачной области можно их найти. Даже если их можно найти в другом месте, их, вероятно, будет очень мало. Достать драгоценные камни из призрачных зверей невероятно сложно, когда мы впервые приехали. Однако мы не будем сами сражаться с призрачными зверьми. Этим займется она». Ханли внезапно взмахнул рукавом, и оттуда появилась зеленая вспышка света. Мэйнин подозрительно взглянула на маленькую обезьяну, которая внезапно появилась перед ней. Она с большой уверенностью проговорил. Ханли сказал: «Конечно», поскольку Ханли использовал более безопасные маршруты в своем путешествии, чтобы найти другие деревни, он смог справиться с низкоранговыми животными, используя свои летающие мечи. Однако в результате это ему не удалось заполучить ни одного драгоценного камня. Зная, что они имеют какое-то отношение к марионеткам Небесного Зала, Ханли, естественно, хотел собрать несколько таких. В этот момент он позвал Мэйнин и заставил плачущую душу вернуться в рукав. Он решили провести ночь в деревне Красной Почвы, а затем отправиться в путь и испытать эффективность плачущей души на призрачных зверях. 20-метровый когтистый зверь неторопливо вышел из долины. Его огромные когти были ужасающими, а рот был полон злобными клыками. Будучи гегемоном этого района, он не боялся каких-либо высокоранговых призрачных зверей, которые могли внезапно напасть на него. Однако в этот момент в его уши внезапно донесся странный шорох, и он повернул голову со сверкающими злым светом глазами. В сотни метров внезапно появилась обезьяна высотой с ногу. Маленькая обезьяна с огромным волнением смотрела на гиганта. Когда огромный зверь увидел маленькую обезьяну, он несколько раз фыркнул, желая отпугнуть ее.
Но обезьяна внезапно выпустила желтый туман, который окутал зверя с невероятной скоростью. После того, как туман желтого света окутал зверя, гигантский зверь жалостно заревел, но желтый туман быстро погас и снова выстрелил в большой нос маленькой обезьяны, неся с собой полосы черной ци. Маленькая обезьяна прожевала зверя с большим удовольствием, а затем похлопала себя по полному животу. Ее мордочка выглядела очень довольной от такого сытного обеда. В этот момент Хань Ли неторопливо вышел из укрытия с непринужденным выражением лица. Мэйнин последовала за ним. Женщина не верила своим глазам. Она стала свидетелем того, как огромный зверь превратился в сморщенный труп в мгновение ока. Еще одна волна неверия внезапно пришла ей в голову, когда она вдруг вспомнила легенду об одном жутком звере. Когда Мэйнин пришла в себя от шока, Хань Ли уже подошел к голове зверя. Взмахнув рукавом, в его руке появился сверкающий серебряный кинжал. Он тут же расколол череп зверя, как арбуз. Вскоре после этого из останков выпал зеленый драгоценный камень, размером с большой палец. Хань Ли улыбнулся, увидев его, и наклонился, чтобы поднять. Затем он повернул голову на запад и сказал: в 3 километрах к западу должно быть много более могущественных призрачных зверей. Надо с ними тоже разобраться. Глава 593. Гора штормового ветра. Гора штормового ветра была огромной горой, расположенной на северо-восточном краю призрачной области. Издалека можно было увидеть только ее подножие, вершина горы была плотно покрыта инь облаками. Гора состояла из голого черного камня, на котором не было никакой растительности. Кроме того, на высоте примерно 4000 метров на ней бушевали свирепые инь ветра. И если бы обычный человек без какой-либо подготовки решился забраться на нее, он бы превратился в скульптуру из черного льда, ставшая украшением горы. Ужасные погодные условия горы также были причиной того, что окрестности стали особенно мрачными. С непрекращающимися раскатами грома и холодным воющим ветром, рассеивающим камень и песок во все стороны, казалось, что область действительно населена призраками. Поскольку места с плотной призрачной ци были излюбленными местами обитания мощных призрачных зверей, естественно, что вокруг горы обитали ужасающие демонические существа. Но сегодня несколько незваных гостей посетило гору штормового ветра. Труп животного, который был более 100 метров в длину, рухнул на землю, окруженный вспышкой серебряного света. Затем труп мгновенно сморщился, а серебряный свет улетел вдаль, оставляя после себя черную ци. Через мгновение в воздухе сотрясший всю землю рев. За этим последовали громкие шаги, вслед за которыми появилась гигантская серебряная обезьяна высотой около 30 метров. Обезьяна выглядела ужасающе, а каждое ее движение излучало удивительное давление. У нее на спине сидели Хань Ли и Мэйнин. Хань Ли окинул взглядом труп зверея, а затем спрыгнул с обезьяны и приземлился на череп трупа. В тот момент, когда он приземлился, в его глазах вспыхнул холодный блеск. Череп трупа раскололся, но внутри ничего не было. На лице Хань Ли появилось разочарование, но вскоре исчезло. За время своего путешествия он собрал более 100 драгоценных камней из призрачных зверей. Хотя он знал, что не было никаких гарантий того, что в каждом призрачном звере окажется драгоценный камень, у него не было времени, чтобы охотиться за всеми в поисках камня. Он должен был подняться на гору штормового ветра до появления следующей пространственной щели. Мэйнин тоже спрыгнула с плеча огромной обезьяны. Спустя секунду огромная обезьяна сверкнула серебряным светом и уменьшилась до размера ноги. Хань Ли повернулся, чтобы посмотреть на трансформацию плачущей души, и невольно улыбнулся. Когда он покинул деревню Красной Почвы, он стал водить плачущую душу по разным местам, чтобы уничтожить могущественных призрачных зверей. Поглотив большое количество сущности души призрачных зверей, плачущая душа внезапно обрела способность превращаться в огромную обезьяну, и вскоре после этого ее мех стал серебристого цвета. Эти перемены стали большим сюрпризом для Хань Ли. Согласно нефритовой пластинке, которую он получил от Юанья, плачущая душа не могла увеличиваться в размерах, а ее мех должен был стать черным, а не серебристым. Казалось, что эта своеобразная эволюция произошла в результате двух аспектов, которые случайно совпали. Во-первых, сущность души призрачных зверей, которая отличалась от обычной сущности душ из внешнего мира. Во-вторых, зверь не был полностью усовершенствован. Хотя эта трансформация и не была такой удивительной, как у других духовных зверей, но она была уникальной в своем роде. Хотя Хань Ли не знал, значила ли эта трансформация увеличение в силе по сравнению с обычной плачущей душой, он все равно был доволен этим изменением. В конце концов, метод усовершенствования плачущей души до истинной формы был кровавым делом. Хотя Хань Ли не был мягким человеком, ему было бы трудно усовершенствовать зверя в соответствии с методами, которые были указаны в нефритовой пластинке.
В этот момент плачущая душа выстрелила в рукав Ханли, превратившись во вспышку серебряного света, а затем погрузилась в сон. Ханли слегка улыбнулся, глядя на это, но тут же насторожился, поскольку впереди была гора штормового ветра. Призрачный зверь, которого они только что убили, был последним оставшимся гигантским призрачным зверем возле горы штормового ветра. Теперь они могли свободно подняться на гору. Ханли пристально взглянул на далекую гору и медленно проговорил: «Пойдем. Мы должны подняться на вершину горы, прежде чем появится следующая пространственная щель. В противном случае мы застрянем здесь еще на несколько месяцев». Мэйнин кивнула в ответ: «Конечно». Согласно методу предсказания появления пространственных щелей, следующая слеза должна появиться примерно через 2 недели. Если бы мы пропустим ее, то нам придется ждать еще полгода. Ханли слегка улыбнулся и решительно двинулся в сторону огромной горы. Через четверть часа они очутились у основания горы штормового ветра. Хотя они ничего не чувствовали с этого расстояния, они уже пришли в ужас, как только увидели гору вблизи. В нескольких километрах от них была одинокая, крутая гора. Ханли не стал сразу начинать свой подъем. Сначала он повернулся к Мэйнин и переговорил о том, как им лучше всего подняться на гигантскую гору. Вскоре после этого они превратились в 2 черные точки на горизонте, которые вскоре медленно исчезли из виду. Первые 4 километра не были особенно напряженными для Ханли и Мэйнин, они пробирались без особых усилий. Но после этого инветры стали дуть с более высокими скоростями и с большей силой. В этот момент Ханли и Мэйнин защитили себя несколькими предметами огненного элемента, которые были у них под одеждой, но даже несмотря на это, их лица все равно побледнели от ветра, разрывавшего их кожу. Если бы они были обычными смертными, они давно бы умерли от обморожения. Через 100 метров Ханли внезапно вытащил из своей мантии белый камень размером с кулак. Драгоценный камень выпустил слабый белый свет, который мгновенно окутал его. Пронизывающие инветры ослабевали, прикасаясь к белому свету, и уже не были достаточно сильными, чтобы нанести им вред. В результате они оба смогли продолжить свое восхождение, полагаясь на свою одежду из демонических зверей, чтобы противостоять ледяному воздуху. В конце концов, земля покрылась льдом, и почва под ногами стала скользить, что существенно замедлило их восхождение и заставило продвигаться с осторожностью. Кроме того, изо рта у них стал идти пар, и им стало все труднее дышать. Мэйнин, в частности, стала задыхаться от морозного воздуха с раскрасневшимся лицом. Спустя неизвестный промежуток времени, пока они продолжали свой путь, перед ними появилось огромное пространство черного, блестящего льда. Им приходилось быть крайне осторожными, чтобы не поскользнуться и не упасть с горы. За время путешествия Ханли и Мэйнин уже надели перламутровые перчатки, однако даже сквозь них все равно ощущался холод, и они часто скользили на льду. Ханли поднял голову, взглянул на вершину блестящей скалы и вздохнул. Затем он повернул голову к бледной женщине рядом с ним и сказал: «Давай немного передохнем под этим утесом, а затем продолжим свой путь». Хотя она ничего не сказала, Ханли с первого взгляда понял, что она практически исчерпала все свои силы. Было бы очень опасно, если бы она продолжила двигаться в таком состоянии. Когда Мэйнин услышала это, она глубоко вздохнула и кивнула, наигранно улыбаясь. Огромный утес, о котором говорил Ханли, на самом деле был наклонным. Появление такого хорошего убежища было довольно своевременным, и они поспешно направились к нему. Туман и воющие ветра дули снаружи, когда Ханли и Мэйнин спрятались под ним. С осторожным выражением на лице Ханли достал шарик размером с большой палец, который он носил на запястье. Тот сразу же засветился лазурным светом. Как только туман стал к ним приближаться, лазурный свет стал его отражать. Однако туман все равно находился поблизости, словно ожидая возможности приблизиться. Мэйнин взглянула на туман и сказала: «Похоже, что если бы не защитная жемчужина брата Хань, мы бы не смогли пройти мимо странного инь-тумана». Ханли улыбнулся и хотел было что-то сказать, но тут же насторожился и стал внимательно прислушиваться. Когда Мэйнин увидела это, она испугалась и замолчала. Ханли равнодушно проговорил: «Будь осторожна. Кто-то или что-то приближается к нам из тумана». С блеском лазурного света в руке появился лазурный кинжал. Затем он стал молча вглядываться в туман. С полной уверенностью в словах Ханли Мэйнин сразу сделал несколько шагов назад и стала нервно поглядывать наружу. Глава 594. Искусство революции инь-ян. Вскоре после этого Мэйнин услышала звук мягких, тяжелых шагов, медленно приближающихся к ним. Она нервно взглянула на Ханли, который, казалось, заметил ее взгляд и нежно улыбнулся в ответ. Мэйнин неосознанно покраснела и быстро перевела взгляд, словно почувствовав облегчение.
По мере приближения шагов, Хань Ли вдруг услышал вздохи человека. Это очень удивило его. Хань Ли нахмурился, в его глазах вспыхнула кровожадность. Внезапно густой туман расступился и показал молодого человека с высоко поднятой головой. У него было элегантное лицо, а вокруг талии была обмотана нефритовая лента, которая сияла слабым белым светом. Однако, когда человек увидел Хань Ли, его лицо сразу же исказилось, и он тревожно закричал: «Это ты!». Этот человек был ученик священной арки 6 путей, Вэнь Тиньжэнь. Хань Ли равнодушно проговорил: «Да, это я. А ты теперь можешь спать спокойно». Хань Ли тут же метнул в грудь Вэнь Тиньжэня сверкающий лазурным светом кинжал. Дзынь, кинжал отскочил, как будто врезался в металл. Под разорванной одеждой было еле различимое мерцание зеленого света. Внутренняя броня. Хань Ли был несколько удивлен, что его удар оказался неэффективным, но он фыркнул и взмахнул другой рукой, выбрасывая еще одну вспышку лазурного света. На этот раз он целился в горло Вэнь Тиньжэня. В этот момент Вэнь Тиньжэнь отреагировал и отшатнулся, его тело уклонилось от кинжала, а кинжал угодил в туман позади него. Оказалось, что его тело было достаточно энергичным. Хотя еще одной атаки не последовало, Вэнь Тиньжэнь бросился бежать прочь. Хань Ли наблюдал за ним с усмешкой на лице. Когда Вэнь Тиньжэнь внезапно повернул голову и увидел выражение лица Хань Ли, он сразу же почувствовал, что что-то неладно, и тут же повернулся. Но к тому времени уже было слишком поздно. Он почувствовал пронзительный ледяной ветер на затылке, а затем ледяное ощущение, когда кинжал ударил его. Вокруг рукоятки кинжала была обмотана полупрозрачная нить из сухожилия демонического зверя, которая натянулась с другого конца. Вслед за этим по плечу Вэнь Тиньжэня потекла струйка крови. В последние минуты жизни его глаза были широко раскрыты, как будто он не верил, что мог умереть таким образом. Хань Ли тут же дернул пальцем правой руки, потянув назад тугое сухожилие. Кинжал послушно вылетел с шеи Вэнь Тиньжэня и вернулся в ладонь. В этот момент Хань Ли снова посмотрел в плотный туман и прищурился. Из тумана медленно показалась стройная фигура молодой женщины в белом. Женщина сладко улыбнулась Хань Ли и сказала: «Брат Хань, я не думала, что мы встретимся снова. Госпожа фиолетовая духовная фея». Хань Ли спокойно кивнул в ответ, а его кинжалы исчезли в рукавах одежды. Естественно, Хань Ли знал, что фиолетовая духовная фея сильно изменилась, поскольку он слышал ее разговор с Вэнь Тиньжэнем, когда он оказался в ловушке внутри золотого пламени. Увидев ее истинную внешность, Хань Ли еще раз убедился, что ее репутация одной из самых красивых женщин в области моря рассеянных звезд была заслуженной. Даже великолепная, захватывающая дух красота Юань Я не могла с ней сравниться. Но в этот момент фиолетовая духовная фея взглянула на труп на земле и вздохнула. Я действительно не думала, что самопровозглашенный главный культиватор формирования ядра, молодой мастер Вэнь, встретит свой конец от рук даоса Хань. Если бы кто-то мне сказал это, я бы не поверила. Раз я встретил его здесь, то я не мог оставить его в живых, спокойно проговорил Хань Ли. Затем он подошел к трупу Вэнь Тиньжэня и с пристальным любопытством оглядел нефритовый пояс на талии трупа. Фиолетовая духовная фес улыбнулась и поспешила объясниться: это 4-й небесный пояс. В него встроены 4 драгоценных камня, которые способны противостоять ветру, огню, воде и земле. Кроме того, пояс способен сохранять спокойствие ума. Это действительно редкое сокровище. Он использовал этот пояс, чтобы путешествовать по этой земле без препятствий. 4-й небесный пояс. Кажется, он очень полезный. Немного поколебавшись, Хань Ли наклонился и снял его с трупа. Затем он незамедлительно обыскал труп и обнаружил темно-зеленую пластину внутренней брони и несколько других сокровищ. «Брат Хань, кто это?» Яркий взгляд фиолетовой духовной феи был устремлен на Мэй Нин позади него. Хань Ли спокойно ответил: «Это леди Мэй. Она по воле случая была телепортирована сюда вместе со мной. Значит, это леди Мэй, рада знакомству». Мэй Нин почувствовала себя немного неловко, с любопытством взглянув на фиолетовую духовную фею. Фиолетовая духовная фея, несомненно, заслуживала своей репутации. Даже Мэй Нин какое-то время не могла оторвать взгляд от нее. Ей оставалось только догадываться об отношениях между ними. Фиолетовая духовная фея любезно улыбнулась Мэй Нин и тут же обратилась к Хань Ли: «Господин Хань, пожалуйста, не вините меня за то, что не помогла вам в тот день». Тогда Хань Ли махнул рукой и прервал ее: «Леди фиолетовой духовной феи не стоит извиняться. Хотя я не знаю, почему вы были вместе с Вэнь Тиньжэнем, я видел, что вы были там не по своей воле. Более того, я прекрасно помню, что вы отказались действовать против моей спутницы в долине.
Фиолетовая духовная фея внутренне вздохнула с облегчением, увидев, что Хань Ли не рассердился на нее, и сразу же улыбнулась со словами: «Поскольку брат Хань уже все понял, я больше не буду поднимать эту тему. Однако, я хочу спросить у вас позволения путешествовать вместе с вами, конечно. Вы уже прошли половину пути в тумане, и было бы трудно вернуться назад. Поскольку вы уже оказались здесь, нет смысла тратить силы на это. Большое спасибо, брат Хань». Глаза фиолетовой духовной феи стали влажными и засверкали в темноте. Вскоре после этого все трое исчезли в тумане, оставив труп Вэнь Тиньжэня замерзать. В тот же момент в другой пещере произошло нечто удивительное. Великолепная женщина сидела на земле, скрестив ноги, напротив призрачного образа, окруженного черной ци. Призрак тоже сидел, скрестив ноги. Хотя она выглядела довольно расплывчатой, она напоминала молодую женщину. «Младшая боевая сестра, вы действительно решили культивировать революцию инь-ян вместе со мной?» «Кажется, это не очень мудрое решение», — раздался голос женщины. «Старшая боевая сестра Ян должна знать, что, поскольку мое первородное ядро уже было разрушено от использования техники возобновления души, мой путь культивации практически закончен. Кроме того, я не ожидал, что после того, как я заплачу такую суровую цену за использование техники, техника возобновления души будет прервана внезапным появлением призрачного тумана. Поскольку душа старшей боевой сестры сильно сжалась, ты больше не сможешь обладать телом. Но, к счастью, есть серебряное выравнивание. Плотная инь-призрачная ци здесь весьма полезна для тех, кто культивирует техники призрачного да. Что касается искусств революции инь-ян, это редко встречающаяся техника культивации пары человек и призрак. Воспользовавшись призрачной ци, я не только смогу увеличить культивацию своей старшей боевой сестры, но у меня также будет шанс снова прорваться к стадии формирования ядра. Даже стадия зарождающейся души будет для меня не проблемой, спокойным голосом проговорила Юанья. Раз так, я больше не буду отговаривать тебя. Однако я все же должна предупредить тебя, хотя благодаря призрачной ци техника будет невероятно эффективной, ты пострадаешь от тяжелых побочных эффектов и потеряешь возможность реинкарнации. Ты должна внимательно подумать. Существует причина, по которой никто в секте Лазурной Ян не стали использовать это искусство культивации. Женщина-призрак, казалось, проговорила последние слова с беспомощным выражением на лице. «Я уже приняла решение, я ни о чем не пожалею», — решительно возразила Юанья. «Хорошо, поскольку младшая боевая сестра не боится последствий, я тоже больше не буду говорить об этом. Давай культивировать искусство революции инь-ян». Призрак глубоко вздохнула, а затем ее окружила плотная черная ци. Когда Юанья увидела это, она без колебаний подняла руки и закрыла глаза, снова вернувшись на путь культивации. Глава 595. Прорыв. На плоской скале горы Штормового ветра стояла огромная серебряная обезьяна, высотой более 40 метров. Она била себя в грудь, неся на спине Хань Ли, Майнин и фиолетовую духовную фею. Хань Ли пристально взглянул на небо, в то время, как лица женщин побледнели от страха. Над ними кружилось более 1000 призрачных зверей. Звери были в основном длиной более 20 метров, но были и звери, размером с ногу, чьи крылья росли из ребер. Но независимо от размера, все они выглядели очень свирепыми. Тем не менее, эти летающие призрачные звери, казалось, опасались чрезмерного давления трансформированной плачущей души и не смели приближаться к ним. Они просто кружили над ними в небе. Хань Ли чувствовал себя несколько странно. В глазах призрачных зверей была кровожадность. Было неясно, насколько еще хватит их терпения, прежде чем они начнут атаковать. В этот момент Хань Ли проклинал пухлого старика, который дал ему информацию о горе. Хотя он и говорил, что там есть летающие призрачные звери, он не сказал, что они обитают там в таких больших количествах. Неизвестно, скрыл ли он это намеренно или правда не знал. Пройдя территорию густого тумана, они думали, что смогут немного расслабиться. Однако, они и представить себе не могли, что их тут же окружат столько летающих призрачных зверей. Хань Ли ничего не оставалось, кроме как высвободить плачущую душу и заставить ее трансформироваться. Хань Ли был полностью уверен в способностях плачущей души, но призрачных зверей действительно было слишком много. Хань Ли не был уверен, может плачущая душа справиться с таким количеством призрачных зверей. Но Хань Ли не мог долго об этом размышлять, а просто решил сделать все возможное. Придя к такому выводу, Хань Ли повернулся и что-то прошептал испуганной Майнин и фиолетовой духовной фее. Затем он протянул им небольшой кусочек нефрита и кусок шкуру демонического зверя. Затем он встряхнул рукавами, и более 10 кинжалов упали на землю ровными рядами.
На каждом из кинжалов вокруг рукоятки было обмотано сухожилие, другой конец которого был завязан на пальцах Ханли. Тем не менее, Ханли мог их всех контролировать одновременно, что не могло не поразить женщин. После того, как его приготовления были завершены, зловещие призрачные звери сверху потеряли терпение и напали. Самый крупный из них, трехглавый призрачный зверь, внезапно издал ужасающий рев и бросился вниз, не обращая внимания на силу плачущей души. Битва, наконец, началась в тот же миг, когда призрачные звери стали атаковать. Огромная обезьяна глубоко вдохнула и закрыла рот, а затем выдавила из носа туман серебряного света, обхватив большую часть призрачных зверей в воздухе. Эти звери тут же издали жалкие крики и попадали с неба. Тем не менее, двум мелким призрачным зверям удалось избежать от захвата тумана и метнуться к 3 людям. Один из призрачных зверей затем был отбит лапой огромной обезьяны и упал на скалу. Другой зверь, 2-метровый орел, воспользовался этой возможностью и напал прямо на Ханли. Ханли оставался на месте и не шевелился, но его пальцы сделали ряд быстрых и ловких движений. Вслед за этим 10 кинжалов выстрелили в небо и превратились в сетку сверкающих кинжалов на пути призрачного зверя. Призрачный зверь издал жалкий крик. Даже без магической силы облачные бамбуковые мечи оставались невероятно острыми. В одно мгновение маленький призрачный зверь был разрублен на куски множеством мечей. Когда кровавые куски плоти заполнили небо, Ханли быстро уклонился от них, но некоторые все же попали на него. На мгновение на лице Ханли появилось отвращение, но у него были более важные насущные вопросы, и еще одна волна крылатых призрачных зверей направлялась к ним. Этих птиц было вдвое больше, чем в первой атаке. Кроме того, к ним приближалось больше зверей с очевидным стремлением атаковать. Ханли тут же напрягся, и он мгновенно взмахнул руками, снова создавая сетку мечей. Теперь сеть покрывала более широкий диапазон, который также защищал Мэйнин и фиолетовую духовную фею. Вслед за туманом серебряного света и лазурного блеска небо заполнили жалобные крики. 7 дней спустя темно-синее море ярко сверкало под лучами палящего солнца. Море было невероятно спокойным, и не было даже ни намека на легкий ветерок, словно в этом море совершенно не было жизни. Внезапно поднялась волна и выпустила облако черного тумана. Черный туман быстро проник в воздух и мгновенно распространялся на несколько сотен метров. В этот момент раздался гром, а из черного тумана вспыхнуло серебристое сияние. Внутри показался широкий силуэт с 2 серебряными крыльями. Прежде чем можно было разглядеть эту фигуру, серебристое сияние вспыхнуло еще несколько раз, а затем полностью исчезло. Спустя секунду с краю черного тумана показался человек, но он то периодически исчезал, то появлялся снова, наполняя небо мерцанием молнии и раскатами грома. Казалось, что фигуры хотели как можно скорее покинуть это заброшенное место. Затем море вернулось в прежнее состояние. Быстро расширяющийся черный туман остался, продолжая испускать вспышки черной молнии. В 500 километрах от черного тумана серебряный свет исчез, открывая обзору Ханли, держащего в одной руке фиолетовую духовную фею, а в другой Мэйнин. Они так близко прижимались к нему, что это выглядело довольно интимно. Ханли выглядел несколько лучше, чем женщины. Несмотря на то, что чувства переполняли его, он сумел сохранить спокойствие. Однако 2 женщины в его объятиях покраснели от смущения, являя сердечную нежность. Ханли взглянул на них и облегченно вдохнул. Затем он ослабил хватку 2 женщин и сказал: «Этого должно быть достаточно. Призрачный туман не может дотянуться до нас. Я должна искренне поблагодарить господина Ханя. Если бы не ваша чудесная техника передвижения, вполне вероятно, что мы бы не смогли сбежать. Старшая сестра, фиолетовая духовная фея, говорит правду. Если бы не удивительные движения брата Хань, нас могло опять затянуть в призрачную область. Мы очень побеспокоили брата Ханя. Как только фиолетовая духовная фея и Мэйнин покинули объятия Ханли, их тела стали сиять ярким светом, и они стали лететь рядом с Ханли. За несколько дней до этого трое столкнулись с множеством опасностей, но сумели подняться на вершину горы штормового ветра с помощью силы плачущей души. Пока они ждали открытия пространственной щели, 2 женщины очень подружились между собой и стали называть друг друга названными сестрами к большому удивлению Ханли. Спустя несколько дней после достижения вершины на расстоянии около 1 километра от горы штормового ветра появилась пространственная трещина шириной в 100 метров. Огромное количество духовной ци неба и земли стало проникать в призрачную область, мгновенно восстановив всем 3 магическую силу и позволив им снова подняться в воздух. Однако Ханли действительно не ожидал, что в тот момент, когда он покинет пространственную трещину, огромная сила снова начнет их втягивать назад без малейшей возможности к сопротивлению.
К счастью, Ханли быстро опомнился и сразу же развернул грозовые крылья, а затем тут же схватил двух женщин и вылетел из черного тумана. Вот почему они были так благодарны ему. Когда фиолетовая духовная фея пришла в себя, она небрежно взглянула на океан и нахмурилась: «Где это мы?» «Здесь так тихо, это слишком странно». На лице Мэйнин также появилось удивление, когда она взглянула вниз. «Что? Здесь слишком тихо. Нехорошо. Здесь нет ни малейшего бриза, и море полностью неподвижно». Ханли молча прищурился и высвободил свое духовное чутье. Он начал просматривать глубины близлежащих морей, и через короткое мгновение на лице Ханли появилось удивление. Фиолетовая духовная фея также охватила море своим духовным чутьем, и в ее глазах отразился шок. «Неужели вы обнаружили что-то? В море так мало рыбы, и все они кажутся чрезвычайно свирепыми морскими зверьми. Тем не менее, ни одна из них не является демоническим зверем. Пожалуйста, подожди минутку». Затем Ханли глубоко вздохнул и щелкнул пальцем, выстрелив 10-миллиметровой полосой лазурного меча в толщу воды. Через мгновение гротескный труп морского зверя всплыл на поверхность, что еще больше шокировало двух женщин.